Всем привет, ребятки! Вы на канале Около Канады. Меня зовут Ирина Пашинская. Я живу в Канаде уже третий год, и до этого я жила 6 лет в Польше. И в этом видео я хотела бы с вами поделиться, как Канада изменила мою личность, потому что мне кажется, что изменения произошли достаточно серьезные. А в какую сторону, расскажу в этом видео. Подписывайтесь на канал, ставьте ваш лайк в поддержку этого канала, ну и, конечно же, оставляйте комментарии, что вы думаете об этом и как вашу личность изменила ваша страна. В 24 года я переехала из Польши, в которой жила 6 лет, в Канаду. Я стала иммигрантом в свои 18 лет, но вообще, честно говоря, в 17, потому что я приехала из Симферополя в Севастополь, и там прожила год, работая за очень маленькую сумму, ну и ждала, когда мне исполнится 18, чтобы иметь возможность уехать. В какой-то момент уже мне исполнилось 18, я уехала и 6 лет прожила в Польше, в которой я работала на разных работах, пыталась устроиться в университет, в который устроилась в медицинский, но не окончила, так как мне не понравилось, ну и продолжала вести свои социальные сети, как и делаю сейчас. Мы родили с моим мужем ребенка в 2022 году, началась война, и мы подумали о том, что все эти обстоятельства как бы нас толкают к тому, что мы можем переехать в Канаду. И тогда, когда мне было 24 года, когда я сюда приехала, я, конечно, могу сказать, что у меня не было таких качеств выживания, понимания жизни и всей ситуации, как вот есть уже сейчас за эти последующие года. И мне кажется, в этом реально помогла Канада, потому что здесь ты остаешься совершенно как будто бы один на один со своими проблемами. Я еще не была никогда в такой ситуации, когда я эмигрирую и остаюсь без своих друзей, без каких-либо родственников, потому что в Польше у меня было множество друзей, множество родственников, и также со стороны моего мужа у нас было очень много друзей, много родственников, к которым, вы знаете, как всегда, можно приехать, поболтать, и уже на душе легче. Здесь такого у нас не было, и мы вот действительно чувствовали себя первые 1,5 года очень одинокими, потом менее одинокими, а сейчас просто одинокими. Вот, поэтому, конечно же, строится какой-то уровень, круг общения, но все это одиночество, все это грусть, все это непонимание, всю эту злость ты держишь в себе, копишь, потому что тебе, ну, страшно, тебе нужно работать, тебе нужно решать свои внутренние проблемы, и тебе по этому всему одиноко не с кем поделиться. Потому что те же иммигранты, которые приезжают вот в то же время или примерно как ты с тобой, они такие же люди с такими же проблемами, то есть и вы все просто постоянно на иголках, и такое общение, оно, конечно же, ну, заключается в том, чтобы постоянно там пересчитывать, у кого типа хуже и как с этим совсем нам справиться. Ну, то есть тяжело. А если у человека есть еще ребенок, ну, то есть вообще очень тяжело. Поэтому я бы сказала, что за эти годы я научилась справляться с одиночеством, научилась находиться сама с собой, а еще научилась находиться разнообразные варианты развлечений для себя с ребенком, потому что много времени провожу именно с ребенком, потому что, ну, он либо в садике, я работаю, либо мы вместе, вот, или вместе все втроем. И поэтому, да, я стала намного более выносливая в этом плане, потому что мне казалось раньше, что я могу, типа, быть одна, но недолго. Ну, а сейчас я могу быть одна в вечность. Это подкрепляется к тому, что мы все приходим в этом мире одни, и из этого мира тоже уходим одни, поэтому логично, не стоит слишком усердно думать о том, что вот нужно с кем-то быть прям так мега рядом. Хотя приятнее все же, наверное, жить, когда у тебя есть близкие и друзья твои, ну, как бы в твоем круге, что ты можешь до них хотя бы дотянуться, а не разговаривать раз в день, потому что у вас такая огромная разница. Плюс следующий пункт, Канада меня смотивировала на заработок. Я почему-то сюда приехала и такая думаю, блин, нужно зарабатывать деньги. А когда ты зарабатываешь доллары, уже они там не гривны, не рубли, не злотые, то уже по-другому начинаешь думать, ага, так, сколько я смогу отложить, какую сумму я могу для себя в будущее отложить, что я могу себе купить, потому что покупать один iPhone с одной зарплаты это прикольно, а покупать один iPhone с года зарплат это не очень. Поэтому это, наверное, это учитывается как уровень жизни, да, и здесь он, ну, вот так вот меня смотивировал на то, чтобы я смогла зарабатывать больше. Поэтому я начала вести свою карьеру как фотограф, ну и, конечно же, продолжаю вести свои ютубы, вот, и это прикольно, мне это очень нравится, я нашла себя в этом, но в любом случае, любая профессия, любой бизнес, да, общение с людьми — это умение это все делать. И поэтому я научилась в какой-то момент и училась в процессе общаться с людьми на другом языке, для чего мне понадобилось много сил, много упорства, и я нахожусь все еще в процессе. Я не могу сказать, что я выучила английский язык, и это можно вписать в отдельный пункт, потому что изучение английского языка, нового языка,
делает нас как бы еще умнее, еще продвинутее, мне кажется, потому что, как говорят, сколько ты языков ты знаешь, сколько раз ты человек. Также я могла бы сказать и про иммиграцию. Сколько раз ты эмигрировал, столько раз, ну и там, или просто переезжал, да, менял место жительства, какое-то продолжительное время жил в этих местах, столько раз ты и человек. И это правда, потому что на самом деле нас очень сильно меняют все эти обстоятельства. К ним нужно приспосабливаться, нужно уметь иметь на это силу, нужно иметь на это энергию, нужно иметь понимание, что когда-то плохое закончится и начнется хорошее, я все жду. Вот, и поэтому да, вот и такой вот финансовая какая-то, может, я не знаю, насколько грамотность. Мне кажется, я вообще не финансово грамотный человек, и это проблема, которую, ну вот, нужно мне решить. Я надеюсь, что с какой-то вот с течением времени я могу сказать, что да, я научилась грамотно распоряжаться своими финансами, и теперь я умею, там, у меня есть определенные инвестиции, у меня есть определенные отложенные деньги, деньги, которые на меня работают, да, деньги, которые я могу потратить. На данный момент я в процессе всего этого осознания. Если вы тоже ставьте лайк. Ну, вообще, я хотела вам большое спасибо сказать, что за то, что вы со мной, вы моя поддержка, вы моя опора. Я обожаю снимать для вас видео, потому что мне кажется, что я говорю с лучшими друзьями, и это очень прекрасно, очень прикольно, так что я вам очень благодарна, что вы со мной, что вы смотрите, что вы меня поддерживаете, что вы комментируете. Вот, поэтому спасибо, ребятки, от души, от сердца. Мне кажется, также Канада научила меня общаться с людьми, не сильно мега прям супер сближаясь, потому что мне всегда казалось, что вот общение, оно должно именно быть каким-то мега качественным, ты всегда должен общаться только с какими-то определенными людьми, с которыми вы будете там всю жизнь общаться и так далее. Но это немного такая вот устаревшая позиция, еще установившаяся с моего детства, потому что у меня были друзья, и они до сих пор мои друзья, да, и типа мне казалось, что, ну, качественное общение должно быть именно таким. И я не понимала о том, что, типа, ну, я не понимала о том, что каждый человек имеет какой-то определенный свой жизненный опыт, и что мы все разные, и что мы все друг от друга можем получать какую-то информацию радостную, приятную, классную или не очень, но это не обязательно должно быть прям очень мега близко. Вы можете быть знакомыми, вы можете меняться этой информацией, и это будет просто прикольно. И классно, что я это осознала именно в Канаде, потому что здесь вот именно общение, да, именно нетворкинг, это важная тема. Для меня это была одна из каких-то травмирующих и проблемных тем, событий, которые для меня э, которые для меня вот так штуком стали, я не знала, что с этим делать. Мне было тяжело. И я не сказала бы, что я прям супер-мега изменила, но я уже начала к этому идти, к изменениям. И прикольно, что это вот Канада дает такое возможность. Здесь, кстати, все на нетворкинге основано, потому что любую работу, ну вот люди хорошие работы чаще всего получают по знакомству, по друзьям, по родственникам. Странно, не странно, казалось бы, вроде бы Канада, новый мир, типа, все здесь должно быть по-другому, но вот так. То есть, как хотите, так судите, но так есть. Также важно сказать о том, что я стала более улыбчивая в Канаде, мне кажется, более спокойная, потому что я могу спокойно себе ходить, улыбаться людям. Когда я сюда приехала, мне казалось, что все какие-то странные, все какие-то пытаются слишком доброжелательные ко мне лезут, что-то от меня хотят, отвалите. Типа, вы чё? Чё с вами? А просто люди, они привыкли жить доброжелательно, они любят помогать другим, они не нарушают личных пространств. Типа, ну, как вот я зашла, например, в европейский магазин, и там были европейцы, и прямо они прошли мимо меня, и я такая: "О, блин, вы что делаете? Вы дотронулись до моей личной границы метр, пожалуйста". Я такая подумала: блин, я такой никогда не была. Ну, в Европе все вот так впритык, и это касается всего. Я на машине не могу близко никому проехать. Ну, то есть ты настолько должен быть сориентирован на то, что здесь есть твоя личная граница, да, что здесь ее ценят, уважают, что когда приезжаешь впервые, для тебя это кажется чем-то очень странным. То есть и дружелюбность, и открытость, все это кажется как какая-то странная игра, в которую ты никогда не играл. И встречая потом, когда ты уже привыкаешь, таких людей, которые еще только приехали там или не научились эти границы ценить, да, ты, конечно, такой, как будто тебе током ударило, реально. Вот я не знаю, как я приеду в Польшу, как я себя почувствую, потому что мне кажется, ну, реально по-другому. Такая вроде бы казалась мелочь, типа личные границы, да, люди, там, все дела, но реально вот чувствуешь себя свободнее, чувствуешь себя лучше, потому что, ну, это твое пространство, и в него нельзя вмешиваться. И этого ты учишь, конечно же, своих детей. Также у меня пропали комплексы относительно того, как я одеваюсь, как я выгляжу. То есть я люблю украситься, я люблю ухаживать за собой, но у меня пропали насчет этого комплекса, то есть мне теперь
не хочется всегда быть накрашенной. Вот, знаете, вот если выхожу, то только при параде, чтобы меняться не... Здесь всем посрать. Вот как бы не было грустно, я люблю показываться. Я такой человек, я люблю, ну, быть в каком-то, чтобы у меня было внимание. Не знаю почему, по каким причинам, но я люблю. И здесь, к сожалению, этого внимания я получаю очень мало относительно того, которое я получала там в Крыму, в Польше. Ну, вообще мало. Люди там как-то не могут тебе улыбнуться, сделать комплимент, но это не то. Я думаю, что, ну, просто другая система понимания жизни, ценностей и так далее. И они так, ну, не друг к другу не настолько внимательны. Поэтому какая разница, как ты будешь одеваться? Иногда это играет в ту шутку, когда ты не моешь голову и думаешь, да какая разница? Ну, не в плохую, наверное, не неделю, но можешь там день не помыть голову, не каждый день не моешь. Вот, и думаешь, да, все равно никто не смотрит. Или вообще не красится. То есть, ну, основную какую-то, да, ты за собой ухаживать, да, заниматься спортом, пытаться, правильно питаться, пытаться заниматься спортом. Я не идеал, как и все. Ну, как бы по мне видно, я не идеальный человек, не бывает таких. Но как бы стремление вот к этому идеалу, оно сильно здесь понижается. Я думаю, что это понижает тревогу отчасти. Но не в плане денег, не понижает тревогу, потому что тебе все равно нужно бежать, работать, что-то делать, чтобы как-то себя обеспечить и обеспечить будущее своей семьи. Поэтому, ребятки, да, такие вот у меня изменения. На самом деле, мне кажется, это намного больше, чем вот эти все пункты, которые я вам сказала. Но не буду растягивать уже видео на миллиардных минут. Спасибо вам большое, что вы смотрели это видео. Я была рада поделиться с вами своими эмоциями, своими осознаниями. И большое спасибо. Да, ставьте свои лайки, комментарии. Ну и подписывайтесь на мой канал. Будет еще больше, будет еще интереснее. Пока.